Всем привет, друзья! Я наконец-то решился записать видео. Если кто не знает, то я переехал в Канаду, и это видео будет про местное комьюнити, споты и так далее. Погнали! Это видео будет больше в таком разговорном формате, потому что у меня нет достаточно большого количества кадров с каталог. Но я расскажу о том, что я здесь узнал, с кем я познакомился, и попробую это как-то продемонстрировать теми кадрами, которые у меня есть. И начнем мы, пожалуй, с самого главного, это город. Я переехал в город, который называется Квебек-Сити. Небольшой по местным меркам город, здесь живет около полумиллиона человек, но для меня этот город важен по двум причинам. Первое, сам центр стоит на большом холме, поэтому в центре огромная куча спотов, просто коротких каких-то спусков, по которым прикольно круизить, делать слайды. И, в принципе, город очень круто, интересно выглядит. Вокруг река, водопады. Ну, короче, очень красиво здесь. Катаемся с местным чувачком на очень прикольном споте. Тут есть два поворота, правый и левый. Он такой в частном секторе. Тут такие очень дорогие дома, такая прикольная атмосферка. Короче, классный спот для вечерней катки. И второе, это горы, которые находятся совсем рядом. В этих горах есть просто огромное количество спотов, уже посерьезнее, для даунхилла, для фрирайда. Все они длинные, интересные. Вот. По приезду сюда я сразу написал нескольким ребятам, которых я нашел в Инстаграме, нескольким шопам, брендам, которые здесь обитают, и очень быстро нашел тусовку. Она здесь не очень большая, на всю провинцию катается, может быть, человек 20 активно, я имею в виду. Да? Катают они в основном даунхилл, вот, они любят скорость, они любят гонять на длинных спотах, они любят скоростные повороты, делают в основном лежачие слайды. И катают они, собственно, тоже в основном на сетапах, которые предназначены больше для даунхилла. То есть это какие-то короткие доски, узкие траки, это престижные траки обязательно, и это здоровые колеса для лучшего контроля, для большой скорости, наката и так далее. Ребята здесь очень дружно, они очень хорошо, быстро меня приняли. Мы катаемся практически каждые выходные, и в основном мы ездим в горы. Несмотря на то, что споты, хорошие споты есть в городе, мы ездим в основном в горы, ну, потому что там споты еще лучше. Катаемся мы обычно с машинами. Канада страна большая, тут везде огромные расстояния, поэтому машины есть у всех, поэтому на выходных мы садимся в тачки и едем на споты, которые нам интересны. Итак, сейчас моя очередь быть за рулем, потому что мы меняемся каждый ран. Без тачки ездить очень сложно, все споты длинные, и ребята не любят подниматься пешком, поэтому каждый раз мы используем для этого машину. Но чуваки катаются реально круто, реально быстро, и я надеюсь, что мне получится позже поснимать это все более как-то подробно и показать вам вообще уровень катания местных ребят. Это еще не все по спотам, потому что есть горы побольше, они находятся чуть дальше от Квебек-Сити, может быть, часе, полутора езды отсюда. Туда ребята ездят периодически для того, чтобы покататься по-настоящему. Вот, там есть просто сумасшедший спот, один из них вы по-любому видели на видео. Мне поначалу было очень стрёмно, первые разы, я еле успевал за ними, потому что у меня нет такого сетапа, я на первые две каталки пришел на каких-то разболтанных скейтерских подвесках, там, ну, условно скейтерских, да, на мягких бушингах, и потому что они такие, там и вот раскатываться с начала сезона, и эта раскатка выглядела так, что я, блядь, просто ехал всю дорогу в обил, потому что мой сетап вообще не предназначен для таких скоростей. Но потом я понял, что надо переходить на ронины, у меня есть ронины подвески, я понял, что надо кататься на жестких бушингах, на больших колесах, и кататься на этом сетапе всегда, привыкать к большой скорости, делать слайды на большой скорости, и вот сейчас я уже более-менее адаптировался, и, ну, типа, я ловлю с этого реально большой фан, потому что это
очень прокачивает скилл, ты очень быстро вообще учишься, адаптируешься к разным новым условиям, потому что споты разные, повороты разные, асфальт разный, и ты постоянно катаешься с разными ребятами, мы часто катаемся в пачках, в общем, прокачивает это все очень круто. Квебек-Сити — это столица провинции Квебек, и тут все говорят по-французски, вот, но ребята все очень хорошо знают английский, поэтому проблем с коммуникацией особой нет, все они там нормально говорят, в отличие от меня, вот, но, в принципе, в этом плане все окей. Are you good, man? Yeah. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, я постараюсь больше снимать, постараюсь больше делать каких-то влогов, снимать больше самой каталки. Спасибо всем за просмотр, задавайте вопросы, если я что-то не рассказал или вам что-то интересно узнать об этом месте, об этих людях, о лонгбординге или о чем-то еще. Всем пока!